Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. И на данный момент у нас сегодня уже 9 июня. 9 июня мы все-таки потихоньку подбираемся к заседанию ФРС и посмотрим, будет ли какой-то движ или нет, решит, конечно же, само ФРС. Потому как это будет триггером в дальнейшем для роста криптоактивов. Итак, биток у нас ничего не показывает, эфириум тоже. Волатильность у нас минимальная на рынке. Ну, просто манипулятор выудивает всех, чтобы все покупали, допустим, вернее, брали лонги, шорты с большими плечами, потому как волатильность минимальная. И потом будут всех выносить, как всегда, на каких-то там фейковых новостях. Типа там Трамп с кем-то поссорился, там Трамп обосрал трусы. Там Маск подобрал обосранные трусы. Ну, такие вот новости просто-напросто клоунаду они устроили и выносят на рынке лонгистов, шортистов полным ходом. Если мы посмотрим, давайте посмотрим, что у нас было с этими ликвидациями. Сколько у нас ликвиднуло трейдеров. Так, на часе лонгистов выбрали. Ну, каждую минуту выбривают лонгистов, шортистов, лонгистов, шортистов. Рынок просто так зафичеван, что это просто... Ну, о, смотрите, нормально так, нормально. Ну, это просто трэш. Вот здесь у нас выбили всех лонгистов 30 мая. Вот буквально здесь выбили всех лонгистов. Ну, зачем куда-то пампить на каких-то там колоссальные иксы эти активы, там на 10, 20, 30 иксов, если можно просто брить лонгистов. А потом иногда можно побрить шортистов. И все. На этом всем этот рынок у нас заканчивается. Можно уже, по всей видимости, забывать за какие-то там иксы. Тут дай бог, чтобы люди свои средства забрали. И может 2-3 икса на портфеле. Это было бы неплохо. Но посмотрим. Некоторые старички все-таки нам вещают то, что будут иксы. Будут иксы, нужно их только ждать. Не знаю, будут они или не будут, но, как некоторые подписчики говорили, что мы попали в переходной цикл. Цикл обнуления всех участников на крипторынке. Особенно старичков-халявщиков. Посмотрим, произойдет так или нет. Но я, например, не хотел бы попасть именно в этот момент на этом гребаном рынке. Потому как мы сюда пришли, чтобы, ну, как минимум, ну, не то, что там сохранить капитал, а и заработать. А мы этого не видим. И это видит даже каждый участник на своем портфеле. Итак, по временному интервалу у нас здесь еще есть куда двигаться, но вот не нравится мне уже. Уже, ну, тут просто, тут просто уже осталось, ну сколько тут, 2,5 месяца, и у нас уже, по идее, должен быть пик бычьего рынка. И многие сейчас подталкивают меня на то, чтобы я вышел с позиций, но... Я много чего ходил, думаю, наверное, если это будет сентябрь, тогда буду, наверное, выходить. Ну, сейчас остается 2,5 месяца, ну, тут остались буквально вот эти вот 100 дней, даже чуть менее, чем 100 дней, уже до полного завершения уже цикла, и сейчас именно в этот момент выйти я выходить не буду. Сразу скажу, что я выходить не буду. Пускай что там только не будет происходить на этом рынке, но я дождусь уже полного конца цикла. Только потом я выйду. Не для того я сидел в этом рынке, особенно вот здесь вот. Вот здесь. Вас тогда не было на канале, я снимал видео. И вот здесь вот я длительный период времени просто мурыжился. До вот этого вот момента. До вот этого вот момента. Меня здесь так отмурыжили. Так меня отмурыжили, что мама не горюй. И большинство участников пришло вот здесь вот на волне роста. Вы не знаете, как сидеть вот здесь вот на дне медвежьего цикла. И чтоб тебя здесь колбасило красными долдаками. То вот здесь вот уже на пике. Я уже дождусь желтой зоны. Вот такой вот окраски метрики. И только тогда буду покидать рынок. Да, конечно же, сейчас у нас не очень хорошо. Притока капитала нет. Все это дело у нас остановилось. Ну, вообще, рынок просто не двигается. И давайте посмотрим на индекс страха жадности. Индекс страха жадности. Опять у нас же жадность. Жадность, но был один момент, когда был у нас страх. И это не очень хорошо, потому как зачастую, как только появляется страх, после какого-то определенного периода времени, опять же рынок погружается в страх.
Может быть такое, что у нас будет здесь отскок, и дальше будут колбасить рынком. Будем за этим наблюдать. В принципе так, притока капитала нет, биток держится, эфириум держится, альтсезон они не включили. Гады. Гады, самые натуральные гады. Альтсезон они не включили. По идее, мы уже должны были бы, быть в альтсезоне. Вот просто, если вот мы с вами неоднократно изучали биткоин-доминацию, мы ее неоднократно изучали, опирались на нее и высчитывали временной интервал, то уже вот здесь вот мы уже должны были бы падать. Вот реально мы здесь уже должны были бы падать. Вот если мы откроем дневку, посмотрим, что у нас было в прошлом цикле, то здесь у нас уже падение. Мы должны были быть в альт-сезоне уже. Все, ну пускай там, да, мы не развернулись бы в декабре бы, в ноябре 2024 года, но через небольшое падение, отскок, пускай в феврале, апрель-май, вот сюда мы уже должны были погружаться. Но мы этого не видим. Этого не видим, доминация на хаях, и в принципе покидать сейчас альткоины, но я думаю, что нет смысла, потому как доминация на хаях практически. Тут разве что один вариант. Или у нас полностью ломаются все циклы, доминация больше никогда не падает, биткоин превращается как фонда, торгуется постоянно в каком-то восходящем тренде, с какими-то там локальными коррекциями там на 20-30, максимум 50%, и больше никаких альтсезонов у нас не происходит. Или у нас растягивается цикл, и доминация биткоина будет падать, где-то ближе к осени 2025 года. Вот, начиная там пускай с июля, августа, сентября, начинает она потихоньку снижаться, у нас начинается тренд альты. Да, конечно же, он не начнется с начала лета, но мало ли, может тут у нас пик по биткоину предполагается, что будет август-сентябрь, и там, конечно же, может быть такое, что начнется тренд альткоина. Вот. Будем сидеть, посмотрим, что там будет. Инвест-портфель вообще просто желает быть лучшего. Такое трэшамбо устроили, что это просто трэш. Мы просто, смотрите, идем вот так вот лесенкой, не пробиваем даже трендовую линию по доминации. Мы возьмем этот индикатор, вот так вот уберем. Вот. Смотрите. У нас есть некий тренд, который берет свое начало с разворота рынка сентябрь 22 год и вот ноябрь 22 год. Биток развернули 3,5 года, смотрите. Мы даже не пробиваем это. Один раз было вот здесь вот пробитие, это был у нас декабрь 2024 года. И все. Дальше мы ползем просто вверх. Дальше ползем. И просто вверх ползем. Сейчас мы пришли в блок сопротивления. Может быть такое, что даже будет с текущих обновляться доминация биткоина. Может быть такое. Тут у нас такой вот восходящий клин формирует. В принципе, вот так вот. Но посмотрим. Посмотрим, в принципе. У нас ключевой момент будет через недельку. Заседание ФРС. Посмотрим, будем наблюдать. Индекс страхожадности у нас на отметочке опять жадность и лонги. Лонги у нас по эфириуму просто беспощадно закрываются. Вот. Беспощадно они закрывают лонги. Это у нас все дело на 4-часовике. Психологические отметки некоторые уже пробиты. Вот у нас зеленая раз пробита, синяя 2 пробита. Подбираемся к третьей. А будем конкретно паниковать в вот этих вот двух красных блоках. Как только мы сюда зайдем, их пробьем, это будут сильно важные психологические отметки. Вы посмотрите, насколько были набраны лонги, их уже закрыли. Смотрите, у нас было набрано на 1 миллион, практически 1 миллион, если взять поточнее, то 80 тысяч битков. 1 миллион 80 тысяч битков. Сейчас на данный момент 300 тысяч битков осталось. Закрыли более чем на... осталось лонгов менее чем на 30%.
Все, 70% пути пройдено. Но мы с вами не увидели никакого роста альты. Вообще. Вот за месяц лонги закрыли, да? Смотрите, как интересно получается. Закрывает полностью за месяц лонги. Практически полностью. Альта просто вообще в коррекции. Ну, они просто не включают этот альт-сезон. Ты понимаешь, что они его просто не включают? Что показывают альткоины? Коррекцию минус 30%. И то это не 30%. Если посмотреть по бабкам, то здесь, блин, отняли капитала на 50%. Сразу минус 2-3 икса альткоины потерпели. Вот что. Такой ситуации, например, вот здесь вот ноябрь 24 год, декабрь не было. Здесь у нас наоборот альткоины выросли, быстро закрыли лонги и начали корректировать альткоины. Что здесь будет происходить, ну я уже в принципе не знаю. По всей видимости, этот график, как только я его начал анализировать и видеть этот график, здесь у нас уже какой-то слом произошел. Мы видим массовое закрытие лонгов, альт-сезона нет и все. Просто-напросто манипулятор, по всей видимости, узнал, что у меня этот график есть. Вот. Иногда я думаю, что он за мной следит. Может вообще перестать выпускать видео. Я вот думал, наверное, я сегодня выпущу последнее видео и больше не буду выпускать видео, потому как уже немножко надоедает. И здесь, конечно же, может быть такое, что у нас будет сценарий, как был в 2021 году. Вот так вот предполагаю. Тут тоже у нас лонги закрывались. И сильно закрывались лонги. Вот. Раз. На 70%. Потом начали набирать резко. Опять закрыли, набрали, закрыли, набрали. И фиг его знает, в принципе, как оно будет дальше. Закрыли, набрали, закрыли, набрали. Как тут будут обстоятельства, ну я не знаю. Тут, короче, важные психологические отметки. Это будут, вот если мы пробьем вот эти вот два красных блока, уйдем на закрытие, даже вот хотя бы первый блок мы пробиваем. Я предполагал, что мы первый блок пробиваем, все, лонги закрыты. Но есть у нас здесь некая трендовая линия, вот эта вот черная. Есть у нас трендовая линия, и мы можем ее тоже пробить. Аналогичная трендовая линия у нас есть на лонгах по биткоину. Давайте-ка мы посмотрим лонги по биткоину. Вот. Это у нас лонги по биткоину относительно доллара. Вот. Лонги по биткоину относительно доллара. Мы здесь тоже пробили некую психологическую отметку. Это 52 тысячи битков. И завалились, пробили тоже глобальную трендовую линию. Вот у нас есть глобальная трендовая линия. Мы ее пробили. Давайте это все поправим, потому как оно все сместилось. Вот. И сейчас просто движемся вот сюда вот. Относительно бакса у нас лонги здесь полностью реализовались, но есть глобальный, конечно же, тренд, который берет свое начало с момента разворота. Вот 21 год. И мы его пробили, этот тренд. По всей видимости, мы уйдем сюда, в этот блок. Запас хода, в принципе, здесь еще чуть-чуть остается. Чуть-чуть. И может быть такое, что мы действительно по биткоину уйдем в диапазон 130, там, может, 150 тысяч долларов. Все-таки хэш-рибанс у нас есть на биткоине. Присутствует. Я думаю, что будет волна роста. Хэш-рибанс никогда не ошибался. Я надеюсь, что в этом цикле он опять не будет ошибаться. И волна роста будет. Посмотрим, что будет. Буду ожидать. На рынке, конечно, тяжело. Но нужно понимать, что все вот эти вот метрики в один прекрасный момент они перестают работать. Когда на рынке хотят сделать трешамбу. И фишка в том, что здесь у нас лонги эфира относительно битка. Лонги относительно битка. А есть еще лонги относительно доллара. Эфир относительно бакса. И тот график мы, конечно же, будем изучать только уже, наверное, в другом видео. Вот, в принципе, вот так вот. Ну, в принципе, что, тяжеловато, конечно, сидеть. Лонги у нас практически закрыты, посмотрим. Есть, конечно же, люди, которые комментируют то, что там нужно покидать рынок, нужно еще что-то. Ну, блин, если был бы какой-то результат на портфеле, да, можно было покидать. Но ты же сюда не пришел купить что-то, потом в минус слить и уйти. Вот, в принципе, вот так вот. По альткоинам видно то, что у нас особо никакого интересного движения нет, но нам интересный эфириум. Вот что.
И тут важный момент. У нас всегда летом по эфириуму было такое, что статистика показывала, что не было интересного движения никакого. Вот если мы откроем статистику и посмотрим, то у нас лето зачастую, ну, было такое, ну, мурыжили. Вот третий квартал у нас зачастую мурыжили. Да? Но не нужно забывать о том, что всегда первый квартал у нас был положительный для эфириума, а в этом цикле сделали наоборот. Мы полностью отмурыжились в первом квартале, а они все это дело перевернули сверху на голову, короче говоря. Все перевернули. Так что не нужно забывать. Здесь хоть и по статистике красная, может быть такое, что здесь будет зеленая. Если мы посмотрим по месяцам, то мы видим то, что зачастую вот всегда вот лето для эфириума было не очень хорошее. Но 2020 год, например, у нас здесь было положительное. Июнь пережили, дальше и шло положительное. Вот у нас 2021 год, тоже аналогичная ситуация. Июнь коррекционный, пережили, июль, август был положительный. И как раз это в принципе совпадает у нас с пиком бычьего рынка, когда он будет, здесь показывает Stock to Flow, то, что это будет ближе к августу месяц. Мало ли, может быть такое, что мы с вами увидим здесь июнь какой-то коррекционный, как раз у нас будет там заседание ФРС, это будет у нас 18 июня, там еще что-то поколбасят полнедельки, будет разворотное движение формироваться, а в июле у нас будет рост по эфириуму, восстановление, и это было бы неплохо. Также, если мы посмотрим на сам эфириум, то здесь у нас ситуация не очень таки плохая и наоборот очень хорошая. Потому как что мы здесь видим? Мы видим то, что у нас здесь формирует такой вот бычий паттерн, восходящий такой вот клин. Можно еще сказать, что это флаг. И на дневке, если мы это все дело посмотрим, тоже выглядит все это дело по бычьи. У нас было падение и отскок произошел. Тут, конечно же, важно удержать этот уровень, потому как если мы шлепнемся вниз, вот сюда вот так вот, то все, можно будет похоронить, конечно же, и эфириум, и всю альту, и восстанавливаться это будет, ну, нереально. Просто для эфира это будет восстановление нереальное, и тут у нас будет подтверждение медвежки. Есть у нас огромный гэп в диапазоне 3800, и продавать какие-то активы я буду в диапазоне эфириума 3800. Сейчас на данный момент я удерживаю свои позиции, иногда что-то покупаю. И есть интересные хорошие точки входа. А эти точки входа я, конечно же, делюсь все это дело в закрытом сообществе. Есть телеграм-канал. Кому интересно, можете написать, кто хочет попасть в закрытый телеграм-канал. И там есть много разной интересной аналитики и статистики. Также у нас есть здесь 3800. И если мы посмотрим, что у нас творится на месяце, то на месяце эфириум у нас вообще шикарно выглядит. У нас шикарно выглядит, потому как у нас здесь, смотрите, такой вот бычий разворотный паттерн сформировался. У нас было нисходящее движение, свеча, такая вот свеча-волчок и зеленое поглощение всего вот этого вот практически слива. Ну, половина слива мы поглотили, потом еще откорректировались. Сейчас на данный момент, я думаю, что здесь может быть такое, что в июне они будут мурыжить это все дело. Мурыжить, посмотрим, понаблюдаем. Ну, как, например, вот было вот здесь вот, да, слив, потом у нас разворотная свеча, половинку поглощения, и тут вот у нас еще было чуть-чуть восстановление. А Туземун у нас был дальше. Что у нас дальше по истории? Что мы можем еще здесь интересно увидеть? Ну, вот, в принципе, даже у нас вот здесь вот тоже аналогичная ситуация. Нисходящее движение, восстановление, поглощение нисходящего движения, еще немножко поглотили и здесь мурыжили. Только потом спустя время какой-то был туземон. В принципе, вот так вот.
И вообще глобально даже я предполагаю, что эфириум здесь находится в таком вот накоплении огромном. Если мы вот так вот все это дело возьмем, выделим, то в принципе эфириум выглядит, как будто бы мы здесь находимся в огромном накоплении перед выходом вверх. Аналогичное накопление у нас было в 2019-2020 году, вот здесь вот. Тоже эфир показывал 2-3 икса, потом корректировался на 85%, и такая болтанка была несколько раз. Здесь похожая ситуация. Будет ли в дальнейшем рост по эфириуму, ну, знает только сам манипулятор. В принципе, альткоин неплохой, тяжеловес такой и занимает первое место на крипторынке. Я думаю, что он и будет в дальнейшем занимать это первое место. Надеемся, что, конечно же, эфир никто не похоронит. В дальнейшем будет у нас рост. Правда, здесь маркетмейкер или мамкинмейкер очень коварный. Он очень так медленно все это делает на эфириуме, вот так вот вниз, вверх. Он, короче, издевается конкретно. То, что у них там типа времени нет, это все чухня. Есть у них все, есть у них и ресурсы, и время, и деньги, и активы. Это у нас ничего нету, и нас, конечно же, ломает. Мы уже хотим увидеть какую-то прибыль, но нам ее не дают. В принципе, вот так вот. Я думаю, что эфир здесь они еще будут немножко колбасить. Дождемся заседания ставки ФРС. Что они там будут, вернее, дождемся заседания ФРС, посмотрим на ставку, что они там будут делать. Тут у нас эфириум, конечно, побыче выглядит. Могут они еще трешамбу устроить. Но даже смотрим то, что у нас ссора Трампа и Маска. Ну так, небольшое здесь было движение. Просто небольшое. В пределах нормы. Здесь у нас все в пределах нормы. И могут они, конечно же, тут поколбасить и потом выйти вверх. Цель у нас есть интересная. 3800 гэп. Вот здесь вот. Я думаю, что если будет эфириум в диапазоне 3800, то и большинство альткоинов тоже восстановится. И довольно-таки неплохо. У меня практически эфириум занимает второе место в портфеле. Сейчас на данный момент. И я могу, конечно же, покинуть рынок. В плюс даже могу покинуть его. Ну, блин, но не будет того результата, которого хотелось бы увидеть. И мы сюда все-таки пришли для того, чтобы увидеть какой-то результат. Это означает, что нужно сидеть, ожидать. Сидеть, ожидать. Хоть у нас, конечно же, и лонги прикрывают. Но тут интересный тоже момент. Лонги могут закрывать относительно биткоина, а лонги относительно доллара. Там совсем другая интересная ситуация получается. Мы это все рассматривали были на стриме с Дофой. И, конечно же, стрим есть у меня на канале. Кому интересно, можете зайти, перелопатить видосы, посмотреть. Там очень интересная ситуация получается по поводу этих лонгов. Ну что, максимально поддержим канал. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, телеграм-чат. Закрытый канал у меня есть. Там интересная тоже статистика. Кому интересно, можете вступать в закрытое сообщество. Также поддерживаем лайками, комментариями, подписками, ибо если бы не было бы вас, не было бы данных и видосов, потому как ситуация тяжелая на рынке, вообще даже ничего не хочется делать, даже видео не хочется писать. Но люди говорят, что блин, ты пиши, ты поддерживаешь нас, мы каждое утро смотрим, кто-то под кофе смотрит, кто-то идет на работу, смотрит видосы. А как ты смотришь видосы? Пиши, интересно было бы узнать, где ты находишься в этот момент, когда ты смотришь мои видосы и что ты делаешь. Всем пока, до связи и мирного неба.